Василий Савченко, оставивший мемуары после переезда в Канаду, описывал причины, которые заставили его и его жену Наталью покинуть родную Полтавщину. Основная проблема заключалась в ухудшении условий жизни и невозможности выжить на опустошенных землях. Наши поля стали бесплодными, и мы были вынуждены отдать последние крохи урожая землевладельцам. Каждый год был хуже предыдущего. Холод, неурожай и поборы поглощали все, что мы имели. Работы не хватало, а надежды на улучшение не было. Жить становилось все труднее. У многих соседей не хватало еды даже на зиму, и некоторые уже думали о том, чтобы уйти в города или отправиться в чужие страны. Невозможность прокормить семью и страх перед голодной смертью стали главными причинами, почему семья Савченко решила покинуть Полтавщину и отправиться в Канаду. Когда мы узнали, что в Канаде можно получить землю и начать новую жизнь, это казалось невероятным шансом. Мы не верили, что такое возможно. Землю раздавали бесплатно, достаточно было только ее обрабатывать. Долгие разговоры с соседями подтвердили, что другие семьи уже уехали и начали свою новую жизнь на далекой земле. Мы знали, что дорога будет долгой и трудной, но оставаться на родине означало умереть от голода. Переезд в Канаду оказался сложным испытанием для семьи. Они преодолели долгий путь, включавший сначала путешествие по суше, а затем пересечение океана на корабле. Путь был мучительным. Сначала мы отправились на телеге до ближайшего города, а оттуда на поезде до порта. Дорога была тяжелой, мы ехали неделями, и на корабле многие страдали от морской болезни. Было страшно. Мы шли в неизвестность, но мысли о том, что на родине нас ждет только беда и голод, подталкивали нас вперед. По прибытию в Канаду Василий и Наталья испытывали смешанные чувства. С одной стороны, было облегчение, что они смогли избежать бедствий, которые преследовали их на Украине, но адаптация в новой стране была нелегкой. Когда мы ступили на канадскую землю, мы ощутили облегчение. Это была огромная, незнакомая страна, и она оказалась нам чужой и далекой. Здесь не было ни родных лиц, ни привычных деревьев или полей. Ощущение одиночества иногда захлестывало, но мы понимали, что назад дороги нет. Это наш новый дом, и мы должны были адаптироваться. Местное население в Канаде относилось к переселенцам с осторожностью, но постепенно, благодаря упорству и трудолюбию, украинские семьи начали завоевывать уважение. Сначала канадцы смотрели на нас с недоверием. Они не понимали, кто мы такие и зачем приехали сюда. Но когда они увидели, как мы работаем, день и ночь, не покладая рук, обрабатывая нашу новую землю, отношение изменилось. Люди стали помогать нам, делиться советами и инструментами. Со временем мы стали частью местного сообщества. Адаптироваться было тяжело. Здесь все было по-другому. Климат, еда, обычаи. Язык мы не знали, и это делало все еще сложнее. Но постепенно мы учились. Мы построили дом, обрабатывали землю, и наши дети пошли в школу. Каждый день был новым вызовом, но с каждым днем мы чувствовали, что делали правильный выбор. В Канаде мы получили шанс на жизнь, который у нас отняли на родине.